Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я расскажу о двух приложениях на твой смартфон с операционной системой Android, с помощью которых у тебя появится на твоем телефоне линейка, с помощью которой ты сможешь измерять предметы прямо в смартфоне, и лупа, предмет для увеличения предметов, используя камеру твоего смартфона. И не теряя времени, давай приступим. Сначала я расскажу о приложениях, с помощью которых ты можешь установить себе линейку на свой смартфон. Для этого зайдем в Google Play Market и в поиске введем русскими символами линейка и нажимаем поиск. Здесь, как видишь, много приложений, ты можешь попробовать и другие, помимо тех, что я предложу. Но я хочу рассмотреть и два приложения. Первое — это линейка от разработчика NixGame, и второе — это линейка от разработчика Kivol Soft. Вот так называется, рулер. Первое приложение, вот эта линейка, имеет довольно интересный интерфейс, красивый, на мой взгляд, из тех, наиболее красивый из тех, что я скачивал. Ну и стандартную функциональность. В принципе, функциональность у всех одинаковая. Здесь ты можешь выбрать дюймы либо сантиметры. Можешь сделать выделение прямо на линейке. То есть, предположим, ты положил какой-нибудь предмет на экран своего смартфона, и вот таким образом ты можешь выделить и отмерить нужный промежуток. Также это будет удобно, если, к примеру, тебе нужно что-то нарезать на куски определенной длины. Предположим, на 10 сантиметров тебе что-то нужно нарезать. И ты можешь выделить здесь 10 сантиметров и, просто прикладывая то, что тебе нужно отрезать к экрану телефона, быстро нарезать на выделенное расстояние. Есть вот такое выделение, оно, мне кажется, удобнее, потому что не будет мешать экран смартфона край. То есть ты на экране выделяешь вот здесь те же 10 сантиметров, предположим, и будет немного удобнее, чем в предыдущем выделении. А также можно выделить какой-то квадрат. Кроме того, у всех таких приложений, у большинства есть калибровка. Итак, калибровка выполняется следующим образом. Вы кладете на экран смартфона линейку и, передвигая влево-право по экрану, вы должны совместить значение на экране с значением на линейке. Таким образом происходит калибровка разрешения дисплея под реальную физическую линейку, и тогда показания будут максимально точные. Это делается один раз только лишь для каждого конкретного смартфона. И после этого вы можете пользоваться программой без калибровки. Это мы рассмотрели первое приложение. И второе приложение называется Ruler. Еще раз покажу его в Play Market, чтобы вы смогли найти. Преимущество этого приложения в том, что оно имеет наименьший вес и наиболее простое. И кроме того, я вроде бы за все время использования не замечал рекламы вообще. То есть, может быть, когда вы будете смотреть видео, через какое-то время разработчик добавит рекламу, но за время пользования сейчас я вообще рекламы не встречал в этом приложении. А функционал, в принципе, тот же самый. У вас есть линейка, есть выделение на экране. Здесь английскими символами написано Cal. Нажимаем, это калибровка. То же самое, кладем физическую линейку, настоящую на экран смартфона, и сопоставляем значения. Можем нажать Reset, тогда будут значения по умолчанию, если вы что-то нажмете неправильно. Вот такие два приложения для линейки. И сейчас рассмотрим давай приложение, которое сделает из твоего смартфона увеличительное стекло. Второе приложение, о котором я хотел бы поговорить и которое может заменить реальный предмет в твоем телефоне, это приложение лупа. Для этого зайдем
в Google Play Market и в поиске введем русскими символами группа. Нажимаем поиск, и нам нужно приложение от разработчика Up2You. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Вот так выглядит значок этого приложения. Открываем. И это приложение выполняет функцию лупы с помощью камеры твоего смартфона. То есть, когда ты наводишь на какой-нибудь текст маленький, либо предмет небольшой, ты сможешь увеличить его и спокойно прочитать. Сейчас текст, который ты видишь на экране, напечатан на тетради, и в реальном он очень маленький и малоконтрастный, то есть его очень сложно прочитать. А с помощью этого приложения, как ты видишь, довольно легко читается, хорошо увеличивает. И можно свободно прочесть. Справа есть иконки, которые отвечают за определенные функции дополнительные. К примеру, самая нижняя снежинка позволяет нам зафиксировать изображение, и перемещая даже смартфон, мы сможем спокойно читать. Не отвлекаясь на поиск текста. Еще раз нажимаем и снова разблокируем объектив. Следующая иконка в виде камеры у нас делает фотографию и сохраняет в память телефона. Вверху лампочка включает подсветку. Как видишь, при включении подсветки читабельность текста еще возрастает намного. Несмотря на то, что сейчас в помещении довольно светло, с помощью этой функции текст становится еще более читабельным. Следующая иконка это фокус, изменение фокуса. Следующая иконка это на черно-белой бумаге, газете будет заметно улучшение. Следующая картинка лупа плюс-минус. Она включает и выключает вот этот ползунок. Далее стрелочка вращает изображение на 90 градусов. Значок вопроса показывает нам, что значит каждая иконка, какую функцию выполняет. И есть еще настройки. Шестеренка выполняет функцию настроек камеры. В принципе, настройки камеры по умолчанию оптимальные. Единственное, я бы поменял режим фокусировки. По умолчанию у меня стоял вот такой режим. Когда я установил авто, стало более удобнее работать, фокусировка быстрее и читабельность лучше. Я предлагаю тебе попробовать все эти варианты и выбрать, какой из них лучше, и оставить. Если не знаешь, что выбрать, то выбирай авто, в принципе, вполне хорошо справляется с функционалом. Вот о таких приложениях я хотел сегодня рассказать. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий. Всем пока!